Привет, меня зовут Лена. Я готовлю папа-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить простые и вкусные чизкейки в формате бенто-тортов. Такие чизкейки прекрасны тем, что их можно приготовить впрок и заморозить. Достать в нужный момент, быстро приготовить нужный топпинг и чудесный бенто-чизкейк готов. В этом видео я покажу вам, как приготовить целых 3 варианта топпинга к чизкейку. Это будет вкуснейший манго-маракуйя, шоколадный и кокосовый топпинг с матча. И обязательно расскажу, как чизкейки переносят заморозку. Первым делом подготовим формы для выпечки. У меня это 3 кольца диаметром 9 сантиметров. Кстати, покупала я их когда-то для придания формы салатам, но использую в основном, как вы понимаете, для порционных десертов. И они идеально подходят для бенто-тортиков. Из пекарской бумаги вырезаю круги такого же диаметра. Оборачиваем дно каждой формы фольгой. Дно должно быть полностью герметично. Если требуется, оберните несколькими слоями. Смазываем бортики маслом. Можно их тоже проложить полоской пекарской бумаги. В этом случае формировать основу будет чуть менее удобно, но зато чизкейки будет проще вынимать. Для основы нам понадобится 200 грамм овсяных хлопьев долгой варки. Их нужно измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Вместо них можно использовать некоторые виды муки или ПП-печенье. Другие варианты приготовления основы я оставлю для вас в описании под видео. Добавляем немного соли. По моей задумке основа будет солоноватой, а сырный слой – сладким. Но при желании можете добавить и подсластитель. Добавляем 20 грамм кокосовой пасты, растопленной до жидкого состояния. Если любите пожирнее, то пасты можно добавить больше. И теплое молоко. Молока может потребоваться чуть больше или чуть меньше. Ориентируйтесь примерно на 100 грамм и добавляйте постепенно. Тут важно получить подходящую консистенцию. Тесто должно хорошо лепиться в комок, не разваливаться и при этом не липнуть к рукам. Формируем основу для чизкейков. Сначала я распределяю тесто руками по дну и бортикам. А потом с помощью стакана с плоским дном придаю им ровную форму. Допустимо сделать бортик немного выше формы, если требуется. Таким же способом формируем все 3 основы для чизкейков. Для сырного слоя нам понадобится 140 грамм творожного сыра. Разминаем его лопаткой, чтобы потом было проще соединить с остальными ингредиентами. Добавляем 130 грамм мягкого творога. Тщательно перемешиваем. И добавляем остальные ингредиенты. 3 яйца, немного ванили и подсластитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты венчиком. Должна получиться полностью однородная полужидкая масса. Раскладываем творожный слой по формочкам. Разравниваем лопаткой. Можно немного простучать вместе с противнем, чтобы выровнять поверхность. Заливаем на противень кипяток тонким слоем и отправляем выпекаться в разогретую до 120 градусов Цельсия духовку на 45 минут. Когда поверхность чизкейков перестала быть жидкой, выключаем духовку и оставляем чизкейки остывать. Переставляем их на полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Снимаем фольгу, круг пекарской бумаги. Аккуратно проходимся ножом по стенке формы, чтобы отделить чизкейк от кольца. Снимаем кольцо, слегка надавливая на бортики чизкейка. Таким же способом освобождаем каждый чизкейк. И отправляем их в холодильник до полного охлаждения. Чизкейки можно заморозить впрок. Для этого после полного охлаждения упаковываем каждый чизкейк в пищевую пленку и отправляем в морозилку на срок до 1 месяца. Для фруктового топпинга замачиваем 2 грамма желатина в 12 граммах воды. Оставляем набухать по инструкции. У меня будет вкус манго-маракуйя. Для этого я беру 30 грамм мякоти маракуйи, отправляю ее в сотейник. И 30 грамм мякоти манго, нарезаю небольшими кубиками, также отправляю в сотейник. Можно, конечно, использовать другие фрукты и ягоды. С чизкейком будет вкусно все. Добавляю подсластитель по вкусу.
Нагреваю эту смесь до кипения. В горячую массу выкладываю набухший желатин и тщательно размешиваю до его полного растворения. Топпинг готов. Достаем чизкейк из холодильника. Если он был заморожен, то даем ему немного прийти в себя, буквально несколько минут. И выкладываем щедрым слоем начинку. Отправляем чизкейк в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Для шоколадного топпинга нам понадобится 20 грамм какао тертого. Это чистый шоколад без сахара и других добавок. Вместо него можно взять 30 грамм горького шоколада без сахара. Заливаем его теплым, но не кипящим молоком. Молока понадобится 30 грамм. Его температура около 60-80 градусов Цельсия. Тщательно размешиваем до полного объединения этих ингредиентов. Если вдруг шоколад у вас не успел растаять, а масса уже остыла, прогрейте ее импульсами по 10 секунд в микроволновке или на водяной бане. И после этого домешайте. Добавляем подсластитель по вкусу, перемешиваем. И шоколадный топпинг готов. Заливаем его на чизкейк. Для третьего варианта нам понадобится 40 грамм кокосового молока. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты. 1/3 чайной ложки чая матча. У меня это голубой матча, но можно взять и обычный зеленый. Подсластитель по вкусу. И примерно 1/6 чайной ложки агар-агара. Или, как у меня, это половина мерной ложки объемом 1 мл. Перемешиваем все сухие ингредиенты, чтобы не осталось комочков. Теперь они легко соединятся с кокосовым молоком. Перемешиваем. Отправляем в сотейник и варим, помешивая до уверенного кипения. Выливаем топпинг на чизкейк. У меня на замороженном чизкейке топпинг застывает мгновенно. В качестве декора на этом чизкейке у меня будут маленькие розочки крема по окружности. Конечно, на бенто-торте можно сделать надпись кремом. Простейший рецепт крема, который подходит и на такой случай, я оставлю в описании под видео. Упаковываем чизкейки в бенто-контейнеры. К крышечке я приклею ложку и выкладываю чизкейк на квадрате из бумаги. Вот такой простой и очаровательный подарок. Таким же способом я упаковываю все чизкейки. Давайте их попробуем. Топпинг манго-маракуйя – это уже вполне самодостаточный декор. А по вкусу это супер десерт. Нежная сладость манго и кислинка маракуйи. А внутри сладкий сырный слой. Сырный слой после заморозки стал чуть более рыхлым, изменил свою текстуру. Но это его ничуть не портит. Все, кто пробовал этот чизкейк с заморозкой и без, согласились, что он прекрасен в обоих вариантах. Основа чизкейка, кстати, пропиталась сладостью от сырного слоя, и вместе это очень вкусно. Топпинг матча-кокос – это необычное сочетание. Легкая горчинка матчи сочетается с нежным кокосовым вкусом. И вместе это очень вкусно. Ну и король десертов – шоколад. Он, кажется, украсит любой десерт, и чизкейк с ним необычайно вкусен. Пробуйте, пишите в комментариях, какой топпинг вам больше по вкусу и какие сочетания вы придумали на основе этого рецепта. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!